Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Если вы здесь впервые, то обязательно сходите в описание к этому видео. Там будут все ссылки, главная из которых ссылка на мой сайт, где можно быстро понять, чем я занимаюсь, и перейти в наши чаты. Но оттуда вас будет уже не достать, имейте в виду. Я занимаюсь интерьерным вязанием. Это пледы, подушки, ковры, все, что делает наш дом таким уютным и прекрасным. Ну и кроме того, я выбираю техники вязания таким образом, чтобы было легко, чтобы вязание действительно доставляло удовольствие, чтобы никакой сгорбленной спины, скрюченных пальцев не было. Поэтому, если вам нравится такой же подход, как у меня, милости просим в наши чаты, на мой канал в YouTube. У меня очень много всякого разного обучающего и вдохновляющего видео. Ну а теперь приступим к теме этого выпуска. Обратите, пожалуйста, внимание на эту подушку. Это мозаичное вязание крючком из центра. Акцентирую внимание на том, что оно из центра. При этом мы видим с вами подушку квадратную, узор которой расположен вертикальными полосами. Как вы знаете, если вы смотрели предыдущие видео, я люблю араны. И мне очень бы хотелось переложить араны на мозаичное вязание крючком. В этой подушке мною была предпринята еще одна попытка. И вот такие вот простые араны, перекрещенные косы, я их пустила таким вот образом вертикально, перемежая простыми линиями, образующими ромбы. Получилась такая очень элегантная, лаконичная подушка, которая легко впишется в любой интерьер, особенно если вы подберете соответствующие спокойные цвета. Но теперь посмотрите, пожалуйста, на схему, которая расположилась справа. Как мы видим, эти самые араны расположены по диагонали. Как же так получилось, что полотно квадратное, в котором араны расположены вертикально, а схема, по которой мы будем с вами вязать, эти араны расположены диагонально? Я думаю, что те из вас, кто вместе со мной не раз вязали такие подушки, уже догадались, в чем секрет. Дело в том, что я связала большой квадрат из центра, дальше сложила его углами, сшила, и в этом случае рисунок поворачивается немножко вокруг центра, и мы как раз получаем тот результат, который хотели. То есть вязали мы эти полоски, наш узор диагонально, после поворота полоски стали вертикально. Зачем нам это нужно было? Для того, чтобы получить как раз вот эти вот вертикальные аранообразные линии, которые иначе в мозаичном вязании крючком мы бы получить не смогли. Почему я хочу с вами сегодня изучить именно этот узор? Потому еще, что он несимметричен относительно центра. То есть, когда мы с вами будем вязать вот такой вот квадрат, мы увидим, что сектора относительно центра отличаются. Ну, то есть, как отличаются? Верхний сектор идентичен нижнему, левый сектор идентичен правому. Обычно, когда мы вяжем с вами мозаику из центра, в самом ее простом варианте у нас все сектора имеют одинаковую схему, что позволяет нам вязать очень легко. Мы просто повторяем от ряда к ряду схему одного из секторов. Но что делать, когда у нас сектора несимметричны? Все правильно. Надо не забывать поворачивать схему, когда мы переходим на следующий сектор. Можно буквально ее распечатать и поворачивать, а можно в какой-то момент привыкнуть и поворачивать ее просто взглядом. Сейчас мы с вами на практике поучимся вывязывать вот такие вот несимметричные узоры. Ну, я буду очень рада, если вы потом самостоятельно эту схему продолжите, и у вас получится вот такая вот подушка. Кстати, может получиться не только подушка. Конечно же, такой узор можно вязать по кругу. То есть, например, набрать здесь цепочку воздушных петель и дальше ее обвязывая вязать. Помните, что у меня на канале есть уроки по мозаичному вязанию для новичков. И в частности, есть как раз урок по круговой мозаике. И можно, конечно, вязать по прямой. Но если вы будете вязать по прямой, то вот этого волшебного поворота не случится. И тогда у вас будет вот с таким диагональным рисунком, диагональными аранами, у вас будет, например, ковер или плед, все, что вы захотите. Тоже прекрасная, кстати, будет картинка с такими диагональными узорами. Я бы тоже попробовала. Поэтому, если вы решите связать этот узор по прямой, то в файле со схемой я оставлю и прямую его вариацию. Да, пока не забыла, ссылку со схемами я оставлю в описании к этому видео. Поэтому, пожалуйста, сходите за ней, перейдите, и там можно будет уже распечатать или работать с планшета. Итак, давайте приступим непосредственно к вязанию по этой схеме. Для нашего тестового образца я подобрала мою любимую пару контрастных цветов – молочный и серый. Сразу отвечу на вопрос, с какого цвета начинать вязание.
Ответ очень прост. Смотрим на основной рисунок. Основным рисунком я здесь назову, пожалуй, вот эти вот ораны. Вот эти линии, которые складываются, собственно, в ораны, у нас здесь темно, допустим, это будет у нас серый цвет. Вот они здесь серого цвета. Если мы хотим, чтобы эти линии были как раз серого цвета, значит, нам нужно соблюсти этот серый цвет и в самом начале. Вот у нас первый ряд должен быть серым цветом. Соответственно, второй ряд будет белым, третий снова серым, четвертый будет белым. И вот в пятом ряду, когда начинаются вот это вывязывание этих линий оранов, у нас как раз будут серого цвета. Мы должны спуститься в первый ряд, и этим серым цветом он у нас будет вывязан. Поскольку мы начинаем вязание с волшебного кольца и сразу провязываем туда 8 столбиков, мы и набирать это волшебное кольцо будем уже серым цветом. То есть у нас белой точки здесь не будет. Давайте начнем. Итак, начинаем с волшебного кольца. Помните, если вам сложны некоторые элементы, вы можете замедлить видео и посмотреть их в замедленном режиме еще раз. Делаем начальное кольцо и в него этим же цветом провязываем 8 столбиков без накида. Восемь столбиков готовы. Затягиваем кольцо, проверяем. Вот у нас первый столбик, он же 8. И соединяем наше кольцо. Вводим крючок с изнанки. Соединять мы так будем каждый ряд. Ввели под обе петли столбика и утягиваем на изнаночную сторону нашу петлю. Начальное кольцо с 8 столбиками готово. Первый ряд готов. Переходим ко второму ряду. Смотрим на схему. Никаких крестиков во втором ряду мы не видим. Это значит, что в этом ряду мы будем вязать столбики без накида за дальнюю стенку. Но при этом надо соблюсти углы нашего квадрата. Поэтому присоединяем нить контрастного цвета. Протягиваем ее через петлю. Подтягиваем сзади нить серого цвета. Начинаем вязать всегда одинаково. Делаем одну воздушную петлю, первый столбик в дальнюю стенку. Видите, я тут хвостик тоже буду обвязывать. Провязываем один столбик без накида и туда же второй столбик без накида. Провязали. В следующую петлю один столбик. В следующую 3 столбика без накида. Раз, два, три. В следующую петлю снова столбик. Затем опять 3 столбика. Вы уже догадываетесь, мы формируем таким образом углы квадрата. Следующий столбик 1. Затем опять 3. И вот у нас остался последний вот этот столбик. В него 1. И чтобы завершить ряд и одновременно еще не забыть закончить наш первый угол, мы, помните, начинали с того, что провязали туда 2 столбика. Надо завершить этот угол и туда же провязать заключительный третий столбик. То есть вот у нас было 2, и вот мы провязали только что третий. Соединяем ряд, вводим крючок в первый из этих двух и утягиваем на изнаночную сторону петлю. Сильно здесь не затягивайте, иначе этот угол будет отличаться от других. Вот квадрат получился. Возвращаемся к первоначальному цвету. Просто подхватываем его с изнаночной стороны, протягиваем через петлю, петлю белого цвета немножко затягиваем, чуть-чуть, не сильно. И вот мы готовы к третьему ряду. В третьем ряду у нас по-прежнему нет крестиков, поэтому мы просто вяжем столбики без накида за дальнюю стенку, соблюдая правила углов. Начинаем с воздушной петли. Первый же столбик провязываем раз столбик без накида. Смотрите, я какую штуку тут заодно проделаю. Вот так вот накину нить контрастного цвета и ее вплету. Зачем я это делаю? Чтобы на изнанке был аккуратный шов. Теперь я ее
отбрасываю обратно. Сюда же еще один столбик. 2 готово. Дальше по стороне провязываем 1, 2, 3 столбика без накида. Дошли до угла, в угол. 1, 2, 3. Есть. По другой стороне снова 3 столбика без накида. Дошли до угла. 1, 2 и 3. То же самое делаем по всем сторонам. 3 столбика по стороне. В угловой вяжем 3 столбика без накида. Повторю, если я для вас вяжу быстро, замедляйте видео. В плеере можно выбрать скорость. Если я вяжу для вас медленно, убыстряйте видео, изменив скорость. 3 столбика провязали по оставшейся 4-й стороне. Не забудем, что нам нужно дозавершить первый угол, потому что в первом углу у нас всего 2 столбика, а нужно 3, поэтому мы туда же провяжем 3. И теперь мы готовы соединять ряд. Соединяем в первый столбик, он же у нас центральный столбик этого угла. Соединили, сильно не затягиваем. И вот у нас готов 3-й ряд. Переходим к 4-му. Возвращаемся к молочному цвету. Делаем одну воздушную петлю. Первый же столбик провязываем 1. Не забудем здесь накинуть. 1 столбик. Туда же 2 столбик. И смотрим внимательно на схему. У нас в 4-м ряду уже есть крестик. Это значит, что нам нужно опустить столбик с накидом в центральную петлю предыдущего светлого ряда. То есть буквально вот сюда. Вот эта центральная петля, вот она, центральная из 3. Как мы это делаем? Делаем накид. Мне удобно вот так в нее зайти. Опа. Вот я в нее зашла. И провязываем столбик с накидом. Напоминаю, что петля, которая осталась за ней, она скрывается, мы ее больше не трогаем. После этого крестика у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. 5-й это на самом деле уже 1 столбик угловой. Соответственно, мы сюда провязываем еще 1 и еще 1, потому что в углу у нас 3 столбика. И теперь, как я вам говорила, крутим схему. То есть буквально вот так вот поворачиваем схему и смотрим, что у нас в этом 4-м нашем ряду на другом секторе находится. И мы видим, что в другом секторе у нас этот столбик с накидом будет не справа, как было здесь. Здесь у нас был вот справа. А на этой стороне он у нас будет слева. То есть мы движемся по этой стороне до конца ряда. Сейчас мы посчитаем, сколько столбиков нам нужно будет по этой стороне связать до нашего столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И на 6-й нам нужно сделать столбик с накидом. Считаем мы от первого углового здесь. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь уже на 6-м вместо вот этого столбика нам нужно провязать столбик с накидом. И опять же мы провязываем его вот сюда, в центральную петлю нашего угла предыдущего этого же цвета. Сделали. В угол 1, 2, 3. И теперь мы повторяем на этой стороне противоположный сегмент. Как мы здесь вязали? Сразу после угловой петли мы провязали столбик с накидом. Так мы сделаем и здесь. Провяжем вот туда же, в эту же центральную петлю. То есть у нас из этой центральной петли будут выходить 2 столбика с накидом. Петля, которая осталась за ним, закрыта. Вяжем до угловой петли. Дошли до угла, в угол 3 столбика.
вяжем эту сторону симметрично вот этой. Как мы вязали здесь, мы делали наш столбик в конце. Также мы сделаем и здесь. И вот теперь провязываем столбик с накидом. Не забудем, что надо завершить первый угол. И вот теперь мы готовы соединять. Вот такой у нас получился четвертый ряд. Не забывайте сравнивать рисунок вашего полотна с рисунком, который вы видите на схеме. Оно, естественно, должно быть идентичным. Правильно ли у нас вырисовывается фигура? Мы видим, что правильно, и теперь можем переходить к пятому ряду. В пятом ряду мы возвращаемся к серому цвету. Начинаем также с воздушной петли. Первый столбик провязываем сначала один столбик без накида и туда же второй столбик без накида. Смотрим на схему, что у нас в пятом ряду. В пятом ряду у нас сразу после угловых петель должен опуститься вот сюда столбик с накидом. Куда? Вот сюда, спросите вы меня. А я вам отвечу, что вот в эту центровую петлю. Точно так же, вот так я в нее снизу вверх захожу и провязываю столбик с накидом, который у нас на схеме в пятом ряду обозначен крестиком. Дальше, следующая петля пустая, без крестика, значит вяжем столбик без накида. Затем опять крестик, значит мы должны опустить вот сюда столбик с накидом. Сколько мы потом должны провязать столбиков без накида до угла? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Именно столько у нас пустых клеток до угла по схеме. В углу провязываем, как обычно. Раз, два, три. Переходим на другой сектор. Не забываем поворачивать схему. Смотрим, что у нас на той стороне в пятом ряду. Мы должны провязать столбик с накидом. Мы видим крестик. Дальше раз, два, три. И на четвертую снова столбик с накидом. И потом через одну еще раз столбик с накидом. Ну, давайте по порядку. Значит, первый столбик с накидом провязываем сюда. Есть. После него мы должны раз, два, три петли провязать без накида. Следом у нас идет крестик. Значит, провязываем сюда столбик с накидом. Так, что дальше? Дальше у нас один столбик без накида и один столбик с накидом. Вот он наш без накида. И один с накидом вот сюда в угол. Этот сектор закончен. Вяжем в угол 3 столбика без накида. Переходим на сектор, который расположен напротив первого. Посмотрим, как мы его вязали. Видите, я стараюсь смотреть уже по полотну. Нам нужно провязать сюда в угол первый столбик, потом через один еще один. Давайте так и сделаем. Вяжем в угол. Один столбик без накида. Следующий вот сюда с накидом. И дальше до конца у нас тут без накида столбики до угла. Дошли до угла. На углу 3 столбика. И теперь вяжем последнюю сторону, вот эту, идентичную той, которая расположена напротив. Как мы вязали ту, которая расположена напротив, мы вязали сюда в угол, потом через 3 столбика еще один и через один еще один. Так и сделаем здесь. Вяжем один столбик в угол, далее 3 столбика без накида, следующий снова с накидом, один без и в угол столбик с накидом. Не забудем про первый угол, завершим его еще одним столбиком и теперь можем соединять. Обязательно смотрим на полотно и на рисунок, который у нас вырисовывается на этом полотне.
проверяем, похоже ли это на правду, похоже ли это на рисунок, который мы видим на схеме. Если что-то не очень похоже, то надо проверить, не ошиблись ли вы где-то. Эта проверка нужна, особенно в таких несимметричных схемах. Если все в порядке, переходим к следующему ряду. Нас ждет 6-й ряд. Переходим на молочный цвет. Одна воздушная. Первый столбик, как обычно, вяжем раз столбик без накида и туда же второй. И смотрим внимательно на схему 6-го ряда. Здесь мы можем уже ориентироваться по рисунку. То есть у нас столбик с накидом пойдет вот сюда, дальше сюда, и на этой стороне больше уже не будет столбиков. Когда мы перейдем на эту сторону, то посмотрим, что там будет. Итак, поехали. Вяжем 2 столбика без накида. Дальше 1 с накидом опускаем сюда. 1 столбик без накида, 1 с накидом. И дальше до конца ряда у нас тут столбики без накида. Дошли до угла, в угол провязываем 1, 2, 3 столбика. Повернули схему, смотрим, как у нас выглядит 6-й ряд на вот этом секторе. После угла у нас сразу идет столбик с накидом. Вот сюда в угловую петлю мы его провязываем. После него 1, 2, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше вяжем столбик с накидом. То есть у нас здесь получается такая вот фигура. Проверяем, похожа ли она на то, что у нас на картинке. Вроде бы похоже. Дальше 1 столбик без накида. 1 с накидом. Переходим уже к углу. Дошли до угла. На углу вяжем 1, 2, 3 столбика. И выходим на сторону противоположную той, которая уже связана, и просто ее повторяем. То есть вяжем так же, как мы начинали этот ряд. Мы начинали с 2 столбиков, дальше делали 1 столбик с накидом, 1 без, 1 с накидом. Дальше до конца ряда здесь мы вязали уже просто столбики без накида. Дошли до угла. На углу, как обычно, 3 столбика. Переходим на последнюю сторону, она будет идентична вот этой. Мы начинали с вот этого углового столбика с накидом. Делаем здесь также. После него мы сделали 3 столбика без накида и потом еще 2 с накидом через 1. 1, 2, 3 столбика без накида, 1 с накидом, 1 без и 1 снова с накидом. Отлично. Осталось 2 столбика без накида, и не забыть в первый угол довязать 3 столбик, потому что там всего 2. Мы начинали с 2. И мы готовы соединять ряд. Вновь сверим со схемой, проверим рисунок, похож ли он на то, что нам надо вывязать. Кажется, что похож. И таким образом мы с вами вяжем по этой схеме. Не забываем ее крутить. Да? Провязали одну сторону ряда, повернули, провязали вторую сторону ряда, потом опять повторили здесь первую, здесь вторую. И если вы будете следовать этой схеме и не забывать поворачивать по секторам, то у вас в конце концов получится вот такой вот рисунок с диагональными вот этими вот прекрасными оранами и ромбами. И потом, когда вы сложите эту подушку сзади уголками в центр, она у вас повернется вокруг своей оси, и эти чудесные ораны станут у вас вертикально, и получится вот такая вот так они у вас повернутся, и получится очень красивая картинка. Чего бы я хотела? Я бы хотела, чтобы вы немедленно отложили все дела, если это возможно, вооружились бы 2 контрастными клубками, подходящим по толщине крючком, и попробовали поработать с этой схемой.
Напомню, что если вы пока еще не умеете вязать в технике мозаичного вязания крючком, пожалуйста, пройдите мои уроки для новичков. Ссылку на плейлист я оставлю в описании. Но если вы уже тренировались, если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт, то попробуйте. Эта схема на самом деле не такая сложная, как кажется. Очень скоро вы сможете ориентироваться по полотну и вязать уже без схемы. Желаю вам приятного вязания, буду ждать ваших комментариев, вопросов, если они появятся. И обязательно приходите к нам в чат и выкладывайте фото своих работ и процессов. Приятного вязания, будьте здоровы, пока-пока.